Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, уважаемые граждане Украины. Я юрист Валерий Табаков, русскоязычный гражданин Украины. Я из Киева, и я отец замечательной 8-летней дочери. Сегодня 19 декабря 2025 года. И я записываю это видео для того, чтобы рассказать вам о том, что я собираюсь принять решение о подаче гражданского иска о компенсации морального вреда против наследницы Ирины Дмитриевны Фарион, ее дочери Софии Семчишин-Особы. Нужно заметить, друзья, что это не просто обычный юридический шаг. Это личное. Это про достоинство. Это про мою семью. Это про миллионы русскоязычных украинцев, которые устали терпеть публичное унижение только из-за языка, на котором они говорят дома. Друзья, я зачитаю вам полный текст искового заявления, которое я сам подготовил, а потом подробно, пункт за пунктом, поясню, почему этот иск имеет очень сильные юридические основания. И в конце расскажу, почему я собираюсь идти до конца и призываю других присоединиться. Если вы тоже русскоязычный украинец и почувствовали моральный вред от заявлений Фарион, досмотрите до конца, это может стать вашим прецедентом. А теперь полный текст искового заявления. В Галицкий районный суд города Львова или Соломенский районный суд города Киева. Истец Валерий Табаков, русскоязычный гражданин Украины. Отец несовершеннолетней дочери 8 лет. Полный адрес, телефон, имейл. Ответчик София Семчишин-Особа, наследница Ирины Дмитриевны Фарион. Адрес, телефон можно установить через суд или у нотариуса по наследственному делу. Цена иска 100 тысяч гривен. Иск о компенсации морального вреда не облагается судебным сбором. Это прямо предусмотрено статьей 5 Закона Украины о судебном сборе. Исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного незаконными действиями наследодателя. Я, Валерий Табаков, являюсь гражданином Украины. Русский язык – мой родной язык, язык моей семьи, язык, на котором я думаю, работаю, общаюсь с близкими. У меня есть дочь 8 лет, она ходит в школу, играет с друзьями, читает книжки, все на русском языке. И уже в ее возрасте она начинает слышать общественные споры о языке, видеть новости, чувствовать напряжение.
В 2023-2024 годах Ирина Дмитриевна Фарион неоднократно выступала с публичными заявлениями, которые я расцениваю как ксенофобские и направленные именно против таких, как я, русскоязычных граждан Украины. Она называла нас предателями, не украинцами, говорила, что русскоязычные военнослужащие ВСУ не имеют права говорить на русском языке. Публично призывала русскоязычных собирать чемоданы и уезжать в Россию. Эти заявления звучали на телевидении, в YouTube, в социальных сетях. Их видели и слышали миллионы людей. Для меня, как для отца и гражданина, это было глубоко унизительно. Я почувствовал постоянный стресс и психические страдания. Ощущение, что меня, гражданина своей страны, публично лишают равноправия только из-за языка. Страх за дочь. Что будет, если в школе или во дворе ее начнут обзывать из-за того, что дома мы говорим по-русски? Ухудшение эмоционального климата в публичном пространстве. В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины возбудила против Ирины Фарион уголовное производство сразу по нескольким статьям, в том числе и по статье 161 Уголовного кодекса «Нарушение равноправия граждан по языковому признаку». Это было официальное признание государством того, что ее действия противоправны. 19 июля 2024 года Ирина Фарион была убита, и все уголовные дела против нее закрыли по статье 284 УПК из-за смерти подозреваемой. Я, как и тысячи других, потерял возможность добиться официального приговора и компенсации в уголовном процессе. Однако закон дает другой путь. Статьи 1166, 1168 Гражданского кодекса Украины четко говорят: вред, причиненный незаконными действиями умершего человека, обязаны возместить его наследники. И я подаю это заявление в счет унаследованного имущества. София Семчишин-Особа, дочь и наследница Ирины Фарион. Статья 23 Гражданского кодекса Украины дает право на денежную компенсацию морального вреда. И важно, статья 268 Гражданского кодекса прямо говорит: к требованиям о компенсации морального вреда исковая давность не применяется. То есть подать иск я могу в любое время. Сумму 100 тысяч гривен я оценил, исходя из своих страданий, публичных заявлений и того, как реагируют
моя семья на эти заявления Фарион? Мой малолетний ребенок. Прошу суд. Первое. Взыскать 100 тысяч гривен с Семчишин особы Софии. Второе. В государственной нотариальной конторе, обслуживающей дом 3 по улице Масарика в городе Львов, истребовать и присоединить к материалам дела необходимые сведения о наследстве. Третье. Из СБУ истребовать и присоединить к материалам дела материалы уголовного производства по обвинению Фарион Ирины Дмитриевны по статье 161 Уголовного кодекса Украины в качестве доказательств. Приложение. Первое. Копия паспорта. Второе. Доказательство вреда. Дата и подпись. Теперь давайте разберем этот иск по пунктам. Я объясню все как юрист. Первое. Почему моральный вред доказуем? СБУ сама возбудила дело по статье 161 Уголовного кодекса, и это уже официальное подтверждение того, что заявления Фарион нарушали равноправие. Это будет ключевым доказательством в гражданском процессе. Второе. Почему отвечают наследники? Статья 1166 Гражданского кодекса говорит, что вред, причиненный незаконным действием, возмещается причинителем. После смерти – наследниками, согласно статье 1282 Гражданского кодекса в связке с деликтными обязательствами. Судебная практика Верховного суда подтверждает, моральный вред от публичных оскорблений переходит на наследников. Третье. Почему нет срока исковой давности? Статья 268 Гражданского кодекса четко исключает давность для защиты неимущественных прав. Моральный вред – это именно такое право. Даже если прошло 10 лет, 20 лет, более, иск возможен. Четвертое. Почему упоминание дочери важно? Вред семье, особенно с малолетним ребенком, суды оценивают выше. Есть постановление Верховного суда, где наличие детей увеличивает компенсацию на 30-50%. Пятое. Как будет проходить процесс? Иск подается по месту жительства ответчика во Львове или истца в Киеве. Суд может запросить у нотариуса данные о наследстве. Если наследница откажется, взыскание через исполнительную службу. Шестое. Насколько реальны шансы? Как юрист скажу честно, шансы высоки. Есть прецеденты компенсации морального вреда за публичное оскорбление после смерти причинителя. Особенно, когда есть уголовное дело от СБУ. Почему я это собираюсь делать? Я устал молчать. Я люблю Украину. Я гражданин этой страны. Мои предки здесь жили. И я не готов, чтобы моя дочь росла в атмосфере, где ее язык – повод для унижения. Когда Фарион говорила свои слова, это было не просто мнение, это было публичное обесценивание миллионов людей. И смерть не должна стирать ответственность. Я собираюсь подать этот иск
не только ради денег, а ради принципа, ради прецедента, чтобы завтра любой другой русскоязычный отец или мать могли ссылаться на мое дело. Дорогие друзья, если вы тоже чувствуете моральный вред от заявлений Ирины Фарион, пишите мне в комментариях, в личное сообщение. Я готов помогать составлять аналогичные иски. Мы можем подать коллективный иск. Это усилит позиции. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если поддерживаете борьбу за равноправие всех граждан Украины, независимо от языка. Распространяйте это видео, пусть как можно большее количество людей узнают, что закон на нашей стороне. Спасибо, что досмотрели до конца. Я верю, что справедливость возможна. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков.